Мне кажется, что здесь впервые Мане поднял очень серьезную такую задачу. Это свет, который не выявляет контуры предметов, не выявляет природу, не проявляет, да, то, что не видно в темноте, а наоборот работает как некий дематериализующий материал. Если мы посмотрим, допустим, на фасад собора, и там очень много всего происходит. Там скульптуры, там готическая роза, там рельефы. И на самом деле этот камень не выглядит как такая некая живая биологическая масса. И что нам показывает Мане? Как луч света, падающий на эту, в общем, выстроенную с математической точностью стену, стирает все детали и превращает ее в такой дышащий камень. Это абсолютно, конечно, инновационное решение. Он хочет убрать с наших глаз все лишнее, чтобы мы могли сосредоточиться именно на этой игре камня. Все музеи мира, которые располагают рентгеновскими лабораториями, производят рентгеновскую съемку картин на пленку, не на цифру, не используют цифровые технологии, которые сейчас в широком обиходе, а именно пленку, поскольку пленка является документом, который можно архивировать, и ее нельзя подделать. То же самое мы сделали с картинами Мане, затем рентгенограммы были отсканированы и консолидированы в единое изображение. Рентгенография руанских соборов не вызвала особенных восторгов, потому что их фактурные особенности видны и невооруженным глазом. Мане не делал никаких авторских изменений. Наиболее интересными рентгенограммами являются те, на которых видны нижележащие изображения, картины и так далее. Здесь, в общем-то, все видно глазами, и то, что мы видим на рентгене, соответствует тому, что мы видим и невооруженным глазом. После визуального исследования, изучения архивов, необходимо выполнить фотофиксацию произведения. В одних случаях, допустим, в рассеянном свете, очень хорошо можно проследить одни проблемы. В другом случае, в косых лучах или в боковом свете, можно увидеть и выявить, зафиксировать другие проблемы, дефекты, допустим, деформации. Для фотофиксации картины ставится два фотосветильника, включаются, и в этом случае картина равномерно освещается с двух сторон. Это рассеянный свет. Дальше один из светильников выключается, мы тем самым задаем более контрастное боковое освещение. Вот именно это освещение, когда у нас работает один светильник сбоку, да, он и называется боковое освещение, или как еще называют в косых лучах. На картине «Руанский собор в полдень» очень хорошо видны коричневые пятна именно в рассеянном освещении. На картине «Руанский собор вечером» замечательно видны каракелюры с приподнятыми краями в косых лучах. Мне нет нужды говорить о том, что я использую хорошую погоду. Я работаю так, что от усталости близок к удару. Но обычно таким путем мне и удается достигать хороших результатов. 23 марта 1893 года. Из письма Клода Мане Дюран Рюэлю. Но за депрессивными периодами приходили и какие-то очень хорошие продуктивные дни. И тогда Клод Мане работал одновременно над 9 картинами, а иногда и над 14. Он расставлял перед собой несколько холстов и писал их практически одновременно, поскольку свет на фасаде собора менялся довольно быстро. Он пытался успеть за этим светом и поэтому писал сразу несколько картин.
Одним из основных общепринятых исследований, информативных исследований картин является съемка в инфракрасной зоне спектра. Делается это для того, чтобы увидеть или не увидеть нижележащий рисунок. Обычно, прежде чем начать писать картину, художник делал рисунок предварительный. Как правило, материалами, содержащими углерод. Это мог быть простой карандаш, это мог быть кусок угля, мог быть черный мел и так далее. Но художники-импрессионисты не создавали графическое изображение картины, прежде чем начать ее писать. То же самое было обнаружено и подтверждено при исследовании двух руанских соборов Клода Моне. Моне начинал писать картину непосредственно на холсте, сразу создавая и рисунок, и живопись. В данном случае виден результат. Никаких следов нижележащего рисунка ни на виде собора вечером, ни на виде собора днем данное исследование не выявило. Если внимательно вглядываться, можно увидеть очертания портала, но конкретного рисунка линейного под красочным слоем нет. Интересный момент то, что подпись художника, хорошо видимая невооруженным глазом в нижнем левом углу картины, не видна. Это говорит о том, что она была исполнена с использованием красного органического пигмента, который прозрачен для инфракрасных лучей. Исследование картины видимой люминесценции ультрафиолета, в данном случае мы видим то, что лаковая пленка отсутствует. Импрессионисты редко покрывали картины лаком, как правило, это могло делаться в какой-то выставке, и, как правило, не сами художники это делали. Но в данном случае на соборах нет следов лаковой пленки. Мы видим сразу живопись, не прикрытую лаком. Тот руанский собор, который видел Клод Моне, очень сильно отличается от того, который видим мы. Потому что Клод Моне застал собор до реставрации XX века, и тогда собор был намного темнее, чем сейчас. И он сохранял вот эти следы бытования своего на протяжении многих веков. На нем была отчетливо видна патина времени. У собора того времени было какое-то особое историческое очарование, которое в том числе тоже привлекало Клода Моне.